Ну, все вы, наверное, видели вот эти вот трогательные кадры. Путин встречает разведчиков-нелегалов, вымененных на российских политзаключенных. Цветы, улыбки, военные, флаги. И вот из самолета выходят растерянные дети. Это сын и дочка Артема и Анны Дульцовых, арестованных в Словении. Эти даже и не знали, что их родители на самом деле россияне. Они даже не знают русского языка. Кто-то скажет, какая жестокость. Дети с корнем, вырванные из знакомой родной среды, вот так вот походя в самолете узнают, что вся их жизнь – это просто выдумка. А реальность – это невысокий дед на красной дорожке у трапа самолета. И как теперь с этим жить? Вы удивитесь, но дети Дульцовых отнюдь не единичный случай. Так было вообще много раз, что российских шпионов за рубежом разоблачали, отправляли на родину, вместе с детьми, разумеется. И только так те узнавали, что они на самом деле россияне. Как говорится, это твоя родина, сынок. Кинет и растопчет. С вами Павел Коныгин, и это «Разборы». На канале продолжение следует. И сегодня мы поговорим про овеянную легендами профессию российского разведчика-нелегала. А может, даже и не про профессию вовсе, а про редкую склонность к лицемерию, про талант жить двойной жизнью. Кто эти люди и как они попадают в разведку? Как их разоблачают и что с ними бывает после разоблачения? И самое интересное, как их дети переживают то, что всю жизнь были для своих родителей лишь средством. И как всегда в начале ролика я выражаю благодарность всем нашим подписчикам, которые помогают нам распространять наши видео. И особенно нашим патронам, спонсорам наших новых выпусков. То, что мы делаем благодаря вам, друзья. Ваша причастность к нашему общему делу не позволяет нам снижать планку, а заставляет становиться лучше. Для вас и вместе с вами. И, конечно, давайте помнить самое главное, что вместе мы не одиноки. Сначала нужно разделить легальных и нелегальных разведчиков. Первые не скрывают, откуда они приехали и, как правило, действуют в стране своего пребывания под реальным именем. Официально они работают в посольствах, диппредставительствах, культурных учреждениях, а также бюро газет, телеканалов. Например, Олег Гордеевский, самый знаменитый советский разведчик-перебежчик, начинал свою карьеру в качестве сотрудника консульского отдела посольства СССР в Дании. Это официально, а на самом деле собирал информацию для КГБ. В отличие от разведчиков с легальным статусом, нелегалы обладают полностью вымышленной биографией и не демонстрируют никаких связей со страной, на которую работают. Термин «нелегалы» появился в первые годы СССР. Когда большевики пришли к власти, их не признавали другие государства. Ну и, следовательно, они не могли открывать посольства и диппредставительства, а налаживать контакты с чиновниками других стран было нужно. В том числе и через, как сейчас сказали бы, инфлюенсеров, формально не имеющих к советам никакого отношения. Позже советская власть все же получила признание, но нелегалы остались. Работают они до сих пор по тем же схемам. Не случайно же служба внешней разведки отмечала почти столетний юбилей в конце десятых. Во времена Холодной войны разоблачение легального разведчика вело к его высылке из страны. Например, Сергей Иванов, бывший министр обороны и знаток шведского языка, в 80-х шпионил в Финляндии. Там говорят на финском и шведском, кстати. Когда его раскрыли, он спокойно вернулся в СССР, а потом отправился шпионить дальше, в Кению. А вот у нелегалов при раскрытии ситуация складывается куда более драматично. Страна, на которую они работают, может вообще от них откреститься. Нелегалу остается лишь уповать на то, что его когда-нибудь обменяют на такого же нелегала. Ну или на политзека, как в нашем недавнем случае. Представить количество российских разведчиков-нелегалов, работающих во всем мире, сейчас невозможно. Трудно даже нарисовать какой-то их усредненный образ, и мы вынуждены опираться на ошибку выжившего, то есть рассматривать только тех, кого раскрыли. Но тут впору просто за голову хвататься, кого же Россия реально отправляет шпионить в те же США. Ну и самый нашумевший пример – это, конечно, секс-бомба среди чекистов Анны Чапман. Согласно ее официальной биографии, родилась она в Харькове, в семье дипломата и, предположительно, кадрового офицера КГБ. В 20 с небольшим выскочила замуж за британца и уехала с ним в Англию. Ну, там пара попробовала заниматься бизнесом, однако скоро молодые люди расстались. Помыкавшись немного в России, Анна вдруг обнаружила, что ее предпринимательские таланты замечательно раскрываются не на родной земле, а наоборот, в США. Туда она и перебралась, чтобы якобы заниматься риэлторским бизнесом в классе Elite+. Ну, тут уж не знаю, как насчет успехов с недвижимостью, однако среди клиентов Анна, видимо, имела большой успех, на что, по всей видимости, и был расчет ее начальства.
И здесь стоит, наверное, оговориться, что флирт и секс в работе шпиона не то что не табу, а вполне себе даже такой рабочий инструмент. Но шпионская карьера Анны разрушилась в одночасье, всего через несколько месяцев после переезда в Штаты. В какой-то из дней ей позвонил человек, представившийся ее куратором. Он предложил ей встретиться. Это при том, что прежде они никогда не виделись. Анна согласилась. Ну а потом, уже в ходе встречи, согласилась даже передать фальшивый паспорт некоему другому нелегалу, якобы живущему в Америке. Ну и тем самым разоблачила себя с потрохами. Чапман была арестована в ночь на 28 июня 2010 года, а обменяли ее уже 8 июля вместе с 9 другими разоблаченными шпионами. Ну просто какое-то кино. После депортации из США Чапман намеревалась вернуться в Великобританию, ведь она получила в этой стране подданство. Однако Британия сказала, что не хочет принимать шпионку, и подданство ее лишило. Так Чапман и осталась грустить в России, и родина не смогла предложить ей лучшей вакансии, чем работа на РЕН-ТВ. Британский институт общественного мнения утверждает, зависть, чревоугодие, гнев, гордыня и уныние больше не являются грехом. Даже похоть для британцев не всегда грех. Кому выгодно, чтобы люди больше грешили? И чем это может закончиться для человечества? Друзья, ваша поддержка – это то, что позволяет нам делать важную работу и доносить правду, несмотря на удушающую хватку диктатуры. Присоединяйтесь к нашим закрытым каналам, где мы делимся эксклюзивным контентом и обсуждаем самые актуальные темы напрямую с вами. А для всех наших патронов мы запустили закрытый чат, где можно общаться с единомышленниками, со мной и, конечно, нашей командой. Вместе мы сильнее, и ваши голоса имеют значение. Все ссылки есть в описании. Очень похожим образом сложилась и судьба другой российской шпионки Марии Бутиной. Ее арестовали в США в июле 2018 года. Позже в суде она признала вину в сговоре против США под руководством российского чиновника, и ее депортировали в РФ. В отличие от той же Чапман, Бутину премировали депутатским креслом в Госдуме. Ну а в остальном оба случая смотрятся очень похоже. Например, очень много лет назад, как считается, исчезли тамплиеры. Но вот министра обороны Эстонии поймали как-то несколько лет назад в тамплиерском плаще. И там возник, большой скандал, ряженый, ха-ха, вот смешно. Это вот смешно, да. Еще в тамплиерском плаще в Эстонии когда-то поймали Брейвика, а потом он взял и расстрелял 76 человек. Сумасшедшие люди, это конспирологию. Получается, он в это поверил? Получается, это оказывает влияние? Грустно как-то, правда? Но совсем не те лавры, на которые могли бы рассчитывать женщины, для которых закрыл двери весь цивилизованный мир. Но это отнюдь не самая страшная жертва, которую порой приносят шпионы. 2010 год. В Россию по результатам обмена прилетают Михаил Васенков и Вики Пилаес. Васенков шпионил в США под видом фотографа по имени Хуан Лосара. Ну а Вики была известной испаноязычной журналисткой. Васенков на ней женился еще в начале 80-х с разрешения своих кураторов из КГБ. Хотя позже суд и признал Вики виновной в соучастии преступной деятельности мужа. Однако перед депортацией она плакала и просила оставить ее в США и говорила, что не знала о настоящей работе супруга вплоть до момента его разоблачения. Позже разные видные российские деятели, в том числе и директор СВР России Нарышкин, всячески нахваливали работу Васенкова в Америке. Вот, дескать, какой ловкий был разведчик, еще из советской закалки. Даже как-то сумел раздобыть расписание мероприятий американского президента на 4 года вперед. Ну а американцы улыбались и отвечали, что это открытая информация, которую можно найти в Гугле и даже на сайте Белого дома. Ну мало ли что говорят нам американцы. А знаете, как вычислили Васенкова? Раз в неделю, как по часам, он ездил на машине за город по одному и тому же маршруту, в пути передавая сведения с помощью азбуки Морзе. И это, я напомню, уже начало 21 века. И тут, конечно, приходят на ум разведчики ГРУ, которые путешествовали в конце десятых по Европе с паспортами одинаковых серий. Ну и запрашивали у таксистов квитанции, в которых для отчетности вписывали адрес штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе в Москве. Как говорится, дело Штирлица погубил вовсе не Мюллер, а бухгалтер Людмила Ивановна. Ну и, конечно, самый смешной случай описывает мой коллега и товарищ Христо Грозев. 4 раза ему удавалось взламывать почту одного из генералов ГРУ, на которой стоял пароль «Москва». После первого взлома генерал сменил пароль на «Москва-1», который Грозев подобрал интуитивно, помня о бесхитростности ГРУшников. Ну и затем были «Москва-2» и «Москва-3». В начале десятых российская власть вернула еще одну пару – Владимира и Лидию Гурьевых, которые жили в США под именами Ричард и Синтия Мерфи.
С ними возвращаются и их двое несовершеннолетних детей, для которых эта новая реальность, конечно, становится просто шоком. Они не говорят по-русски и не знают, кто их родители на самом деле. И еще одна шпионская пара – Михаил Куцик и Наталья Переверзева, обмененные в 2010 году и тоже двое детей. Ну а также супруги Дональд Ховард Хитфилд и Трейси Лиэн Фолли, предполагаемые граждане Канады, эмигрировавшие в США, тоже оказались российскими разведчиками Андреем Безруковым и Еленой Вавиловой. Их кейс можно назвать единственной по-настоящему благополучной пересадкой нелегалов на российскую почву. Муж теперь работает в Роснефти, преподает в МГИМО, а жена пишет книжки. И оба раздают интервью. Мы все время работали на высшую цель. Эта цель была не мы. Эта цель была государство. Да? И сейчас эта цель никуда не ушла. Более того, она стала еще более яркой и очевидной. Все бы, конечно, ничего, если бы не дети. Разведчиков арестовали в день рождения их старшего сына. Вот как Вавилова вспоминала об этом позже. Когда они поняли, что все, что произошло и в чем нас обвиняют, правда, они пребывали в настоящем шоке. Потому что если мы выбрали эту профессию и нам было все ясно, они-то жили в совершенно другом мире, даже не зная, что у них есть какие-то русские корни. Дети улетели в Россию вместе с родителями, в холодную страну, где люди говорят на незнакомом языке, где нет друзей и привычных занятий. И вот полюбили ли они Россию? Вот как один из сыновей шпионов, уже будучи совершеннолетним, объясняет свои чувства. «Я не чувствую связи со страной, за которую мои родители рисковали жизнью». Позже сыновья шпионской пары боролись с канадским правительством за свое гражданство и смогли его восстановить. Ну и вот получается, что сын за отца не отвечает. Ну, тут, конечно, как сказать. История Безрукова и Вавиловой, успешных шпионов и интеллектуалов, оказалась настолько кинематографична, что по ее мотивам в Америке даже сняли сериал на целых 6 сезонов. И хоть глава СВР Нарышкин и назвал этот фильм карикатурой, в остальном мире он собрал отличную критику и даже кучу престижных наград. Так вот, знаете, какова одна из центральных сюжетных линий этой драмы? В один день шпионы получают задание из центра. Они, внедренные еще в советские времена и живущие под видом семейной пары, ведущие турбизнес, должны сообщить своей дочери-подростку о том, кто они есть на самом деле. Логика центра безупречна. У этой девочки, родившейся в США и выросшей в семье профессиональных разведчиков, шансы на разоблачение будут минимальны. Нелегалы второй генерации. Так характеризует этот проект кураторы шпионов. И вот интересно, насколько таких девочек и мальчиков сегодня живет во всем мире? Мы даже не можем себе представить. И, конечно, засланные казачки есть не только в России. Я уверен, и в нашей стране работают люди, специально отправленные сюда понюхать наш российский воздух. И это совсем не Навальный, Яшин или, скажем, Карамурза. И, конечно, в культурном поле фигура шпиона окутана у нас таким романтическим флером. Ну и, конечно, как тут не вспомнить четкого Штирлица, который пропечатал нам на всю ширину культурного ДНК, что если наш, то разведчик, а если ихний, то шпион. Вот только в реальности все эти люди на героев как-то совсем не тянут. Ну ведь никак не назовешь героем убийцу Красикова, да и у той же Чапман подвигов лишь на обложку журнала «Максим». Но есть, конечно, действительно очень кинематографичная история супругов Вавилова и Безрукова. Но и они, по мне, так совсем не герои. Оказавшись не в такой уж безвыходной ситуации между долгом службы и собственными детьми, эти люди выбрали службу. Не детей. И это страшный выбор, который не укладывается в нормальную голову. И у меня тоже язык не повернется назвать таких людей героями. Ну а с другой стороны, даже если они и думали бросить СВР, мы до конца не знаем, что им и их детям угрожало бы в этом случае. История человеческого общества помнит очень много профессий, которые были, с одной стороны, очень нужны, ну а с другой, как бы, были постыдными. Были, например, золотари, которые вычищали в городах выгребные ямы. Но человечество шло вперед и изобрело канализацию, и профессия золотаря ушла в небытие. А были еще и палачи, и их даже слили за чертой города. Но человечество развивалось и со временем в большинстве своем осознало, что убивать сородичей – это неправильно, даже если они совершили страшные преступления. Я надеюсь, что когда-нибудь наступит время, когда ни одна страна не будет ставить своих граждан перед таким диким выбором – семья или родина. И тем более, если эта родина приказывает тебе убивать других. Такого выбора просто не должно быть. Да, возможно, это звучит наивно, а для России так и вовсе фантастично. Но будь я главой государства, я не красную бы дорожку расстилал перед такими, а аккуратно и незаметно провожал бы их на пенсию. Как я надеюсь, мы очень скоро проводим и главного нашего шпиона-разведчика. И пенсия это будет в пансионате закрытого типа после большого и открытого суда. Продолжение следует.